Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии отчетливо видно, как живут люди после выхода на пенсию. Все больше пенсионеров вынуждены считать каждый евро и почему-то работать после 65 лет. А потому что базовой пенсии не хватает на аренду, еду и медицину. Сегодня в Германии и Европе это показывает, что пенсионная система все меньше обеспечивает стабильный уровень жизни. И еще одна важная тема: экономика страны растет слишком слабо, экспорт теряет позиции, а вот компании по понятным причинам не спешат инвестировать в свое развитие. Канцлер Германии Фридрих Мерц говорит о необходимости реформ, но мы с вами пока их не видим, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на уровне Европейского Союза настаивает на модернизации экономики всей Европы, но обратно же, пока структурные проблемы только накапливаются. И это еще не все. Китай ограничил экспорт вольфрама, стратегического металла для промышленности. Для Германии и Европейского Союза это может привести к дефициту и росту цен, так как Европа, вы знаете, сильно зависит от китайских поставок, а быстро заменить их пока сложно. И напоследок новости о повседневной нашей с вами жизни. В Германии растет цена на кофе, и покупатели все чаще замечают, что вкус напитка почему-то меняется. А дело в том, что производители экономят на зернах и смесях, чтобы удержать цену. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии все отчетливее видно, как живут люди после выхода на пенсию. И картина далека от спокойной старости. У каждого пятого пенсионера остается только 1400 евро в месяц после вычета. Этого хватает на аренду, коммуналку, еду и лекарства. И это почти все. Запаса нет. Любая неожиданная трата сразу превращается в проблему. Средний доход пенсионеров бруто, вы знаете, примерно 1990 евро, но эта цифра скрывает сильный перекос. Небольшая группа комфортно живет, большинство считает деньги. Почти все доходы пенсионеров – это государственная пенсия, других источников в основном нет. Доходы от собственности, подработки или инвестиций – это редкость. Если пенсия низкая, компенсировать ее нечем. Особенно жесткая ситуация выглядит у женщин. Пенсии у них, вы знаете, в среднем значительно ниже, чем у мужчин. Причина простая: перерыв в карьере, работа на полставки, уход за детьми. Расходы при этом растут. Аренда, энергия, медицинские услуги – все становится дороже, а пенсии за этим не поспевают. В итоге все больше пожилых людей стараются выходить на работу и после 65 лет. Сейчас в Германии уже более 1 миллиона пенсионеров продолжают работать и делают это не ради какой-то активной жизни, а потому что иначе у них не сходится бюджет с расходами. На этом фоне политики предлагают так называемую активную пенсию, то есть разрешать пенсионерам зарабатывать до 2000 евро в месяц без налогов. Это подается как свобода слова, но мы-то с вами понимаем, что это признание того, что базовой пенсии многим не хватает. Сегодня получается, что молодые платят все больше высокие взносы и понимают, что на самом деле их собственная пенсия в будущем будет еще слабее. В результате Германия сталкивается с реальностью, что пенсия для многих перестает быть завершением трудовой жизни. Для некоторых это период с ограниченными возможностями при неизменных расходах. Следующая новость, одна из самых важных для Германии. Экономика Германии снова на грани. Рост есть, но он слабый, а 4 тормоза мешают стране выбраться из стагнации и перейти к устойчивому развитию. Согласно анализу федеральных властей, потенциал роста самой экономики едва достигает 0,5% в год, что означает, что при обычной загрузке всех мощностей Германии не хватает даже сил для более уверенного прогресса. Причины сегодня – это сокращение числа рабочих, слабая производительность и низкая склонность компаний инвестировать и развиваться. При этом мы с вами видим из последних отчетов, что экспорт, который десятилетиями был опорой немецкой экономики, теряет свой вес. Сейчас правительство говорит о двойном давлении на внешнюю торговлю. Эта зависимость от китайского рынка сокращается, конкуренция там усиливается, а одновременно сохраняется неопределенность и риск в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Внутренний спрос тоже не дает рывка, рост частного потребления остается все-таки умеренным, а компании, как я сказал, не стремятся вкладывать деньги в развитие, даже когда государство поддерживает эти проекты. Это значит, что экономика растет главным образом за счет государственных затрат, но частный сектор остается пассивным. И еще один серьезный фактор – это старение населения. Число работающих, вы знаете, падает, и уже к 2028 году без дополнительных изменений нагрузка на рынок труда будет настолько высокой, что рост окажется еще под более сильным давлением. Сейчас правительство канцлера Фридриха Мерца обсуждает конкретные шаги
Повышение занятости, улучшение образования и профессиональной подготовки для молодежи, больше инвестиций в инновации и меры по привлечению новых партнеров на внешних рынках. Но мы с вами видим, что пока весь пакет реформ остается только на бумаге, а вот экономика на глазах теряет свой темп. Также вопрос осложняется политическим давлением внутри страны. Фридрих Мерц и союзники призывают к дерегуляции и стимуляции бизнеса, но часть партий, например, Социал-демократическая партия Германии СДПГ, опасается ослабления социальных гарантий ради роста. В то же время Урсула фон дер Ляйен в Евросоюзе продолжает последовательно продвигать зеленую и инновационную повестку. Но обратно же, для немецких компаний такая трансформация означает новые расходы. И это при том, что базовые показатели остаются низкими, поэтому многие предприятия сегодня закрываются или сокращают персонал. То есть Германия сейчас растет, но так медленно, что этот рост не успевает покрывать структурные проблемы. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В мировой торговле появляется новый фактор для промышленности, о котором я уже рассказывал. Китай ограничил экспорт важнейшего сырья вольфрама. Правительство в Пекине внесло этот металл в список с контролем экспорта. Причем компании теперь должны получать специальные лицензии для поставок за границу, а покупатели обязаны доказывать, куда именно уйдет металл и как он будет использоваться. Для справки скажу, что вольфрам входит в число стратегических металлов, и он нужен для производства твердых сплавов, режущих инструментов, элементов электроники и некоторых промышленных технологий. И, внимание, сегодня Китай контролирует примерно 80% мирового производства вольфрама, что делает страны Европы и Соединенные Штаты Америки уязвимыми к ограничениям поставок. С момента введения контроля в начале 2025 года поставки за рубеж снизились, а цены на промежуточные продукты, наоборот, резко возросли. Таким образом, на мировом рынке основная часть сырья раньше шла именно из Китая. И когда экспорт стал жестче регулироваться, покупатели начали массово закупать запасы вперед, чтобы защититься от дефицита. Мы знаем, что автомобильная, авиационная и машиностроительная промышленности зависят от стабильного потока твердых материалов. Если доступ к ним становится сложнее, это отражается, конечно же, на себестоимости продукции и планировании производства. Производители запчастей и инструментов уже заявили о рисках задержек и, соответственно, удорожания продукции, поскольку найти замену китайскому вольфраму быстро невозможно. Но, например, в Южной Корее недавно запустили разработку новой вольфрамовой шахты, ориентированной на поставки в страны с Запада, чтобы ослабить зависимость от Китая. В Соединенных Штатах Америки ведутся также переговоры о расширении добычи вольфрама в Казахстане, где находятся крупные неразработанные месторождения, и американские компании стремятся получить права на эти ресурсы. И это еще не все. В Германии растет цена на кофе, и все больше покупателей замечают изменения во вкусе. Напиток воспринимается менее насыщенным, даже если сорт и упаковка остались прежними. Причина не в оборудовании и не в ошибках бариста. Сегодня рынок кофе меняется из-за давления на стоимость зерен. Мировые цены на зеленый кофе, вы знаете, выросли после слабых урожаев в Бразилии и других странах-поставщиках. Климатические сбои сократили объем, логистика подорожала, а спрос в Европе остался все-таки высоким. Для обжарщиков это означает рост затрат, которые сложно полностью переложить на покупателей. Поэтому компании начали пересматривать состав смесей. Один из самых распространенных шагов – это увеличение доли робусты. Этот сорт дешевле, хранится проще и позволяет стабилизировать поставки. Вкус при этом становится более резким и плоским, без глубины, к которой привыкли любители классической арабики. На упаковке это почти не видно, потому что правила маркировки допускают широкие формулировки. Второй прием – это изменение профиля обжарки. Темная обжарка требует больше энергии, как вы понимаете, и подчеркивает качество зерна. Легкая и средняя обжарка обходится дешевле и позволяет скрыть разницу между партиями сырья. В результате аромат раскрывается слабее, а послевкусие становится короче. Для массового рынка это приемлемо, для постоянных клиентов, конечно же, это заметно. Кофейни тоже под давлением, так как сегодня закупочные цены выросли, аренда электроэнергии подорожала, но поднимать цену на чашку готовы не все. Владельцы кофе все чаще выбирают более универсальные смеси, которые подходят и для экспресса, и для молочных напитков. Это снижает расходы, но меняет характер вкуса для нас с вами. Например, в Берлине и Гамбурге бариста рассказывают, что клиенты все чаще спрашивают, почему кофе не держит вкус, хотя рецепт вроде бы тот же. Сегодня производители признают, что экономия на зернах стала частью стратегии сохранения доступных цен. Полный переход на дорогие сорта сделал бы кофе менее доступным для широкой аудитории. На этом пока все. Спасибо за просмотр.